В 2016 году группа пилотов заметила маленького медвежонка на аэродроме. Он бродил в одиночестве возле взлетно-посадочной полосы. Сначала мужчины наблюдали за ситуацией с безопасного расстояния, так как предполагали, что его мать в любой момент выйдет из леса. Но когда через некоторое время она так и не появилась, группа была уверена, что молодое животное путешествует в одиночестве. В то время в окрестностях бродили браконьеры, поэтому мужчины предположили, что их жертвой могла стать мать младенца. Понимая, что осиротевший медвежонок без помощи долго не протянет, летчики решили приблизиться к животному. Конечно, поначалу медвежонок очень сопротивлялся, но со временем мужчины завоевали его доверие. Они кормили и играли с ним. Мужчины понимали, что они не смогут отправить медвежонка обратно в лес. Риск умереть от голода или быть съеденным более крупным животным был слишком велик. Поэтому они решили оставить животное и вырастить его. Они дали медведю имя Мансур и много времени проводили с животным. По мере того, как медведь подрастал, он стал самостоятельно резвиться по аэродрому. Мансур стал всеобщим любимцем. Хотя в целом Мансур был очень открыт ко всем людям и животным, был один человек, с которым у него была особенно сильная связь. Его звали Андрей Иванов. Он был одним из пилотов, которые спасли его тогда. Мужчина стал лучшим другом медведя и заботился о медвежонке, как будто он был отцом. Но Андрей также с самого начала знал, что медвежонок хоть и симпатичный, но становится настоящей проблемой, когда становится больше. Когда пришло время, и медведь уже достиг приличных размеров, Андрей и другие люди поняли, что от него надо отказаться. Аэродром не был подходящим домом для такого крупного дикого животного. Но куда им деть медведя? Он слишком долго жил с людьми и больше не мог выживать самостоятельно в дикой природе. И окрестные зоопарки тоже отказались принимать Мансура, потому что у них не осталось места. Но в конце концов нашелся человек, который пообещал поселить медведя в заповеднике, где Мансур мог бы жить счастливо. Хотя летчикам было очень грустно расставаться с Мансуром, они знали, что это к лучшему для него. Предполагалось, что Андрей может в любое время навестить медведя, чтобы посмотреть, как у него дела. Но когда чиновники приехали за медведем, его просто посадили в клетку и угнали. Андрею и остальным членам группы не понравилось, как они обращались с Мансуром. Однако, когда через несколько дней, как и было оговорено, Андрей захотел навестить медведя, сотрудники предполагаемого заповедника отказались. Они сказали, что медведю лучше больше не видеться с прежними хозяевами, чтобы быстрее привыкнуть к своему новому дому. Вместе с другими пилотами Андрей провел расследование и, наконец, выяснил, что их обманули. Мансура отвезли не в заповедник, как обещали, а в одно из самых страшных мест для медведя. Они отвезли Мансура на так называемую медвежью станцию. Там обучают собак охоте на медведей. Диких животных жестоко заковывают в цепи, и нередко их острые зубы и когти безжалостно удаляют. Когда пилоты узнали, они были в шоке. Как такое могло произойти? При этом всем было ясно, Мансура надо вытаскивать оттуда. Поэтому они спланировали спасательную операцию и отправились на станцию, чтобы освободить медведя. Рев Мансура уже был слышен у входа на медвежью станцию. Медведь был в железной клетке и явно был очень подавлен. К счастью, зубы и когти медведя еще не удалили. Мужчины пришли как раз вовремя. Пилоты назвали хищника по имени, и Мансур тут же прекратил шуметь. Когда клетку открыли, Мансур прыгнул к Андрею и радостно стал приветствовать других пилотов, облизывая им руки. Радости животного не было предела. Удивительно, но прирученный дикий зверь даже попрощался с хозяином медвежьей станции, как бы говоря, «я на тебя не сержусь». Кроме того, Мансур дернул Андрея за пальто, как бы говоря, «просто возьми меня с собой и никогда больше не оставляй меня одного». Мужчины и женщины погрузили медведя в багажник автомобиля и увезли из этого ужасного места.
Они также решили больше никому не отдавать Мансура. Они отвезли его в более крупный аэропорт, чем тогда, и получили квалифицированную помощь в том, как удержать медведя вдали от дикой природы. Затем пилоты с помощью пожертвований со всего мира построили для Мансура большой защищенный вольер, где у него достаточно места для прогулок и игр. Больше всего, конечно, ему нравится проводить время с Андреем. Отношения между ними со временем стали еще лучше, и ни один из них не может представить жизнь без другого. Иногда Андрей даже убаюкивает медведя. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.